Привет, друзья! Сегодня я за 5 минут предоставлю в ваше распоряжение удочку, с помощью которой вы сможете выловить из мутной воды недобросовестных или даже слишком хитрожопых маркетолухов рыбку-наживку под названием сигнал-шум и пересадите ее в чистую воду метрологически корректных объективных аудиоизмерений. Отношение сигнал-шум для любой звукозаписи, в том числе и механической звукозаписи на виниловые грампластинки, является одним из 3 ключевых параметров или характеристик, собственно, качества звукозаписи, наряду с амплитудно-частотной характеристикой и коэффициентом детонации. Но если АЧХ и детонация требуют применительно к грампластинкам наличия измерительных грампластинок и специального оборудования, в частности, по коэффициенту детонации детонометров. Кстати, об детонометрах у меня снято несколько лет назад целых 3 серии мастер-класса о том, как измерять детонацию корректно метрологически. Ну и по АЧХ я тоже запланировал сделать мастер-класс, но как-нибудь в будущем, так как она тоже достаточно объемная. Так вот, по сигналу шуму все проще. Я вам покажу, как измерить метрологически корректно без применения каких-либо измерительных грампластинок. Просто с помощью обычной грампластинки и обычного фонокорректора. Но эта простота, она имеет, как говорится, это палка о 2 концах. Благодаря тому, что ее измерить проще, вернее его, то есть отношение сигнал-шум, измерить проще, чем АЧХ и коэффициент детонации, очень многие недобросовестные или, скажем так, даже слишком хитрожопые маркетологи злоупотребляют этим и пытаются впарить доверчивым пользователям заоблачные цифры сигнала шума. В частности, очень широко используется такой прием, как измерение отношения сигнал-шум при закороченном входе. Чувствуете полет слова? Сигнал-шум при закороченном входе. Но какой же сигнал, если вход у вас закорочен? Или вы слушаете музыку тоже с закороченным входом? Или еще один приемчик маркетологов. Указывать сигнал-шум не относительно сигнала с номинальным входным уровнем, которому соответствует 5 милливольт для ММ головок или 0,3 милливольта для МС головок, а относительно, то есть не относительно номинального уровня 0 дБ, так, а относительно предельного уровня входного для их фонокорректора. То есть предельный уровень — это уровень, при котором выходной сигнал, грубо говоря, переходит в насыщение, начинает в ограничение. Обычно это на 20, а то и на 30 дБ больше, чем номинальный уровень для нормальных фонокорректоров. И таким образом ребята накручивают к своим сигналам шумом еще 20 или 30 дБ. Отсюда иногда и вы можете найти в даташитах или в описаниях фонокорректоров сигнал шум 110 дБ, 120 дБ, хотя хорошо хоть не 200 дБ. Так вот, сегодня я попытаюсь вам рассказать, как метрологически грамотно измерить этот сигнал-шум с помощью вашего оборудования, то есть вертушки с фонокорректором и обычной качественной грампластинки. Итак, что нам необходимо аппаратно? Во-первых, вертушка ваша с качественной грампластинкой музыкальной. Выход
Ну, второе это персональный компьютер или ноутбук со звуковой картой, имеющий линейный вход. Не микрофонный, а линейный обязательно. И шнурок стандартный, посредством которого выход вашего винил-корректора вы соединяете с линейным входом персонального компьютера или ноутбука. Программно вам необходимо установить на компьютере или ноутбуке программу аудиоредактора под названием Adobe Audition. Вот она. Вот такую программу. Все. Аппаратно и программно все дела. Теперь по процедуре. Смотрите. Значит, нам необходимо записать фонограмму и оцифровать ее АЦП вашего компьютера, желательно с максимальной для вас возможной частотой дискретизации и максимальным уровнем квантования, бит квантования. Ну, 44 килогерца или 16 бит это минимум, естественно. Но лучше, конечно, там 96 или 192 килогерца частота дискретизации и 24 бита оцепирования. Так вот, значит, что вам надо, какую фонограмму вам надо записать? Вам необходимо включить вертушку, чтобы включился ваш фонокорректор. Но пока грампластинку не ставить. Необходимо записать 10-15 секунд так называемой паузы, в которой будет сначала записаны шумы собственного вашего фонокорректора. Потом вы ставите тонарм на грампластинку и записываете какую-нибудь понравившуюся вам мелодию, в которой звуковой сигнал имеет нормальный уровень. Ну, то есть не какая-нибудь там, не какой-нибудь шепот и не забойный, непрерывный какой-нибудь heavy metal, а нормальная музычка. Ну, типа вот такой, которую вы видели вот в этом моем видео по тестированию фонокорректора Су-21 с головкой Technics 207. Она есть у меня, это видео есть у меня на ютубике, вот, и в Патреоне тоже у меня есть. Вы можете, кстати, это видео использовать для своих экспериментов, если у вас еще нету, как говорится, ни вертушки, ни компьютера, ни грампластинки. Просто возьмите это мое видео с ютубика и всуньте в Adobe Audition и проведите ту процедуру, которую я вам сейчас расскажу. Итак, смотрите. Значит, в принципе, что надо сделать? Вы эту фонограмму записываете. Стоит рядом, вот. Никому ничего не мешает. И потом либо в виде аудиофайла непосредственно в Adobe Audition, а я это делаю еще проще. У меня вот видеоредактор, мой любимый Adobe Premiere Pro. Я в нем просто выделяю звуковую дорожку, и он умеет через меню Edit, как и любые программы фирмы Adobe, из видеоредактора прямой перенос в аудиоредактор. Вон, видите, Edit in Adobe Audition. Вот. Я это как раз делаю. Edit in Adobe Audition, клип. Он это самое передает в, значит, Adobe Premiere передает звуковой файл в Adobe Audition, и я уже могу в нем работать в Adobe Audition. И вот в таком виде в Adobe Audition у нас появляется наш звуковой трек, записанный с грампластинки с помощью вашей вертушки. Что дальше надо сделать? Дальше смотрите. Я немножко растяну фонограмму. Вот такой вид имеет
наша фонограмма. Мне остается очень просто. Смотрите, видите, в начале у меня там этот вот маленький участочек, это как раз те 10 секунд, которые я вам говорил, на которых, значит, шум фонокорректора. То есть небольшой шиповничек тот, который, так, в фонокорректоре. Дальше идет уже вот это вот. Это участочек, где шумы немой канавки грампластинки, а это пошла фонограмма. И вот на фонограмме, видите, уже громкие звуки тут вот есть вот эти, да. Значит, что я отмечу, что на фонограмме, видите, есть и треск. Вот это вот, видите, внизу, это у нас правый канал, есть треск этого самого, значит, треск от царапинки или от пылинки какой-то. Вот. Имейте в виду, что, значит, грампластинка это такой тоже не идеальный источник звукового сигнала, на котором есть треск. Так, значит, что мы делаем? Мы делаем очень просто. Мы выделяем участочек, на котором есть громкие звуки, вот самые громкие звуки, и участочек начальный, вот слева, видите, да, на котором записано шумы, значит, фонокорректора. И все, практически дальше нажимаем одну кнопочку Scan Selection. Хоп, видите, да? Вот. И что мы получаем? Мы получаем, что Adobe Audition, как метрологически аттестованная программа для звукового мастеринга, звукового редактирования и звуковых измерений, он мне выдает вот практически то, что нам надо. Смотрите, вот это, видите? Это левый канал, это правый канал. В левом канале у нас динамический диапазон 82 дБ, в правом канале 79 дБ. Но почему в правом канале меньше, чем в левом? Потому что, видите, вот в правом канале у нас есть вот тут, вот в этом месте, записан треск. Ну, щелчок, вернее, скажем так. Поэтому здесь чуть-чуть пониже. Вот, сразу мы видим, что у нас сигнал шум 82 дБ, а тут 79 дБ. Но это еще не полный динамический диапазон. Почему? Потому что грампластинка, она записана, естественно, не с нулевым уровнем записи, то есть не с максимальным, вот, и не с номинальным, а с так называемым лутом. Нет, он даже не лут называется, как он там называется. Лут это в цветокоррекции. Сейчас я вспомню. Луфс. Луфс. Loudness Unit Full Scale. Вот он, видите? Так вот, у нас сейчас вот в этой вот фонограмме, в этой грампластинке, средний уровень громкости минус 16 луфсов. Луфсы это эдакие эквиваленты децибелов, но с учетом кривых Флетчера-Мансона. То, что вы помните, при тонкомпенсированных регуляторах громкости есть такие кривые Флетчера-Мансона. Так вот, луфсы это фактически децибелы с учетом кривой ощущения громкости нашим слухом. Вот они, минус 15 децибел. То есть, в принципе, вот эти 82 и 79 децибел это не совсем полное отношение сигнала шума, а чуть-чуть ниже. Насколько ниже, можно вот здесь вот сориентироваться. Видите, вот эта строчка, значит, максимум RMS амплитуд, минус 7 децибел, минус 7 децибел. Мы можем RMS амплитуду до 0 децибел добавить вот эти вот, грубо говоря, 7-8 децибел. То есть реально номинальный сигнал шум нашего корректора можно считать, что вот тут вот 80 сколько, 2 плюс 7. 82 плюс 7 это 89 децибел. Ну, это даже лучше, чем то, что я обещал по расчетам в микрокапе для фонокорректора, значит, Су-21 версия 7. Я обещал 86,2 децибела расчетных, а тут мы в принципе получаем 82
при запасе 7 дБ, то есть реальных 89. Вот примерно так. Видите, да? Значит, дальше что? Дальше необходимо еще одно замечание принять во внимание. Когда вы подключите, значит, выход своей звуковухи, вернее, выход своего фонокорректора к линейному входу звуковой платы вашего ПК, вам необходимо будет отрегулировать при воспроизведении уровень сигнала таким образом, чтобы потом вот эти максимальные уровни, видите, вот здесь вот максимальные уровни звукового сигнала, чтобы вы потом могли убедиться, что они не выше, чем 8-9 луфсов. Видите, у меня тут вот минус 10,68 луфсов. Это минус 11 луфсов. Это нормально. Вот этот вот уровень максимальных сигналов не должен превышать минус 8 луфсов. Почему? Смотрите. Рекомендуемые луфсы для разных стриминговых сайтов. Для Spotify минус 14, для Apple Music минус 16, для Amazon от 9 до 13, для YouTube от 13 до 15, для записи на CD минус 9 и для SoundCloud минус 8, минус 13. Так вот, надо сделать так, чтобы та фонограмма, которую вы запишете на компьютер к себе, чтобы она тоже была между самыми громкими, не выше, чем минус 8, но и не ниже, чем минус 16. Делаете вы это как обычно, что заходите в микшер и микшером регулируете уровень чувствительности вашего вашей звуковухи. Вот так вот этим вот системными устройствами. Так, чтобы потом в файле вы видели, что уровень вашего сигнала между минус 8 и минус 16 луфсами. Это даст возможность не калибровать 0 дБ. То есть при мастеринге звукорежиссеры перед записью на винил нормируют уровень сигнала фонограммы, которая будет подаваться на лакер, на устройство записи лакового диска исходного для винила. Таким образом, чтобы вот этот вот луфс был в районе минус 14 дБ. И таким образом, если вот эти вот ваши будут громкие сигналы в районе 10-14 дБ, это значит, что вы привязаны нормально к уровню 0 дБ. Еще что хочу сказать, что некоторые особо хитрожопые маркетологи будут пытаться впарить вам улучшенный сигнал-шум, знаете каким образом? Догадываетесь, да? Вот они перед тем, как давать вам свою фонограмму на прослушку, они вот этот вот участочек приглушат. То есть зайдут в Effects, скажем, один из вариантов, Amplitude and Compression, Amplify, а тут уменьшат уровень сигнала он на 100 дБ, скажем. То есть приглушат эту паузу типа. Или не на 100 дБ уменьшат, а там на 10, на 20, чтобы уменьшить вот этот участочек шиповничка, который соответствует, собственно, фонокорректору. Смотрите, что у вас получится тогда. Опа! Если выделить этот пониженный сигнальчик. Видите, уже минус 108, минус 104. Вот вам и будут впаривать, что смотрите, у меня, сигнал шум 108 дБ, минус 108 дБ. У меня, вернее, уровень моих шумов минус 108 дБ. И будут вам вот это впаривать. И в заключение, раз уж мы сидим в Adobe Audition, я не могу
не сказать вам пару слов о том, что это программа тоже, которую необходимо, так же как и микрокап, вам всем освоить. Почему? Да потому что, вот смотрите, видите, у нас тут есть, значит, совершенно видно и визуально, и на слух, я сейчас вам включу это дело, прослушаете, треск грамм-пластинок. Вот слушайте. Услышали, да? Так вот, этот же Adobe Audition позволяет очень качественно устранить, ну, компенсировать, скажем так, щелчки, треск грамм-пластинок. Я выделяю вот этот участочек, чтобы было видно, да? Effects, VST3 Plugins, Restoration, Isotope. Это моя любимая фирма по обработке и мастерингу звука. И тут выбрать D-клик. Бжик. О, появляется вот такая вот менюшка. И здесь вы можете одним щелчком Apply просто сделать по умолчанию обработочку. Но я хочу вам показать, как тут красивенько и интересно все получится. Если я, вот скажем, хочу прослушать только те щелчки, которые будут удалены, я ставлю вот сюда галочку, хлопа, и нажимаю кнопочку тестового воспроизведения. Вот она. И я сейчас буду слышать только те щелчки, которые устраняются. Слышите, да? Вот как. А теперь я могу убрать эту галочку и прослушать, как фонограмма будет звучать с удаленными такими щелчками. Смотрите. Видите, щелчков практически нет. Вот такие интересные возможности имеет Adobe Audition с плагинами Isotope. Вы можете взять свою фонограмму, ее всю выделить, всю убрать щелчки, там обесшумить, сделать мастеринг и прочее, прочее, прочее. В общем, рекомендую осваивать Adobe Audition точно так же, как вы по моему настоянию осваивали микрокап. Я, кстати, при разработке МЗЧ высокой верности еще года 2 назад, при начале разработки МЗЧ высокой верности, отмечал, что мы живем в 21 веке, поэтому регуляторы тембра с ручками, тембр высоких, тембр низких, уже себя изжили, потому что вот эти программы с этими плагинами современными обработки мастеринга звукового, они гораздо лучше обрабатывают сигнал звуковой, чем обычными ручками. Тембр НЧ, тембр ВЧ. Поэтому я отказался от регулятора тембра в МЗЧ высокой верности 21 века, а покажу вам в дальнейшем, как правильно обрабатывать сигнал, чтобы получить наиболее качественное звучание с наименьшими артефактами. Но это в следующих выпусках. А на сегодня, наверное, все. Всем до свидания, удачи. Всегда ваш Николай Сухов.